Самый суровый приговор на конвейере политических дел за протесты получил минчанин Тихон Осипов – 11 лет колонии. Такую меру наказания Минский городской суд назначил мужчине по 3 уголовным статьям: покушение на убийство, участие в массовых беспорядках и ложный донос о преступлении. Мужчину обвинили в том, что 11 августа он хотел совершить убийство 5 бойцов внутренних войск, протаранив их на своем автомобиле. По версии самого Осипова, ситуация обстояла иначе. Ему пришлось проехать сквозь строй силовиков, поскольку он чувствовал, что его самого могут убить. Бойцы колотили дубинками по машине и направляли оружие в его сторону. Важно отметить, что даже 5 так называемых пострадавших не захотели требовать денежного возмещения своих страданий, поскольку полученные ими травмы были несущественные. Единственный пункт обвинения, который признал Тихон Осипов, это ложный донос. После истории с проездом мимо строя оголтелых силовиков мужчина был в таком стрессе, что не нашел ничего лучшего, чем утопить свою машину и заявить об угоне. По его словам, он сделал это, чтобы жена не узнала, в какую передрягу он попал. Осужденный намерен протестовать жестокий приговор в суде второй инстанции. 1 год и 6 месяцев химии получила минская школьница за попытку добиться справедливости и наказать виновных в насилии. Дело в том, что в августе 2020 года девушку задержали неизвестные и доставили на Окрестино, где она подверглась жестоким избиениям со стороны силовиков. После случившегося 16-летняя минчанка подала заявление в Следственный комитет. Однако справедливого наказания и помощи со стороны так называемых правоохранительных органов школьница не дождалась. Кроме того, судили саму потерпевшую за якобы ложный донос о совершении тяжкого преступления. Утверждается, что в суде она полностью признала свою вину. Важно отметить, что после псевдопрезидентских выборов 2020 года не было возбуждено ни одного уголовного дела в отношении силовиков, которые избивали, пытали и насиловали мирных белорусов за их инакомыслие. Поэтому потерпевшие вынуждены просить помощи за рубежом. Недавно, кстати, Совет по правам человека при ООН принял резолюцию по Беларуси, которая позволяет Верховному комиссару проводить полноценное расследование фактов террора против белорусского народа. Это значит, что ни один факт пыток и неправомерного применения насилия со стороны режима больше не останется без международного внимания. Прошлой ночью неизвестные напали на здание Курии Минско-Могилевской католической архиепархии. Очевидно, налетчики были из категории «сила есть, ума не надо». Они бросили в дверь костела бетонный вазон для цветов, из-за чего был поврежден вход и домофон. Кроме того, злоумышленники кирпичами разбили лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля настоятеля Антония Климантовича. Примечательно, что инцидент произошел во дворике, расположенном рядом со зданием ГУБОПика, и на него выходят камеры наблюдения ведомства. Еще одним подозрительным совпадением является то, что авто настоятеля очень похоже на автомобиль епископа Юрия Кособудского, который накануне выступил в поддержку уничтоженного незаконной властью портала Тутбай. Священник призвал всех к сильной молитве за тех, кого в 21 веке преследуют за правду, веру и пребывание настоящим человеком. Вероятно, это дело станет очередным висяком, ведь речь идет не о страшном преступлении, когда кто-то косо посмотрел в сторону ОМОНа, а всего лишь о нападении на христианскую святыню. Как правило, у следствия на такие случаи припасены классические отговорки, мол, камеры не работали, вообще кирпич мог и сам с крыши упасть 10 раз подряд. Появились подробности вчерашнего авиакрушения военного самолета в Барановичах. По официальной информации, причиной катастрофы стал поэтапный отказ всех систем управления российского самолета Як-130. В ходе расшифровки черных ящиков стало известно, что пилоты не катапультировались, так как понимали, что самолет упадет на жилые дома, и попытались увести его в сторону. Летчикам удалось перейти на резервную систему управления, и примерно в 50 метрах над землей они смогли изменить траекторию. С момента потери контроля над Яком до столкновения и взрыва прошло чуть больше минуты. В свою очередь, нелегитимный уже приказал найти и наказать всех людей, которые оставили негативные комментарии о смерти пилотов. Вы поймите, если случится, не дай бог, беда в стране, и говоря языком войны, это будущие полицаи, которые будут сжечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Правда, не совсем ясно, о ком идет речь. Можно только предположить, что самопровозглашенному не пришлись по душе отзывы о том, что с момента его правления такие катастрофы в белорусских ВВС не редкость. Подробный их перечень можно увидеть даже в Википедии. А вот внятные результаты расследования по ним найти уже сложнее. Важно отметить, что похороны пилотов пройдут завтра в Лиде, а уже сегодня каждый желающий мог прийти в храм святых жен мироносиц и проститься с летчиками.
На третьи сутки после исчезновения культуролога и вдовы основателя Тутбай Юрия Зисера Юлии Чернявской стало известно, что женщина находится в департаменте финансовых расследований. Предположительно, на допросе ранее ее дочь Евгения считала, что женщину держат в СИЗО КГБ. При этом люди, которые видели Юлию в последние сутки, также не выходили на связь. Евгения Чернявская считает, что они либо сильно запуганы, либо находятся под подпиской о неразглашении. Юлия Чернявская инвалид. Ее мучают боли в ногах и позвоночнике. Большую часть времени она проводит в кровати, так как сидеть и стоять ей больно. Кроме того, у нее серьезные проблемы с сердцем, и по свидетельствам очевидцев, в день расправы над Тутбай она перенесла гипертонический криз, в результате чего ее под конвоем доставили в больницу. Напомним, что накануне исполнился ровно год со дня смерти супруга Юлии. Важно также отметить, что Чернявская не является акционером Тутбай и не владеет информацией о внутренних процессах издания. Очевидно, что она не имеет никакого отношения к сфабрикованному делу об использовании ПВТ для уклонения от налогов, которое прокуратура шьет компании Тутбай. Евгения Чернявская отмечает, что в последние месяцы велось активное давление на акционеров портала и ее семью с целью получения контроля над Тутбай. Людям приходили странные сообщения по разным каналам связи. Женщина подчеркивает, что ее мать оказалась заложницей этой ситуации. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!